Приветствую вас, дорогие мастера! Меня зовут Александр Гукасян, и я сооснователь и руководитель учебного центра Sunlook. Тема нашего сегодняшнего видеоурока – это моделирование. Существует базовое моделирование, к нему относятся основные эффекты, такие как кукольный, натуральный, беличий и лисий эффект, а также основные изгибы – это C-изгиб и D-изгиб. И существует более сложное моделирование, где уже используется большее количество эффектов, усиление или ослабление основных эффектов, комбинирование различных изгибов, а также комбинирование цветов и объемов ресниц. Но сегодня мы с вами будем говорить именно о базовом моделировании и разберем 4 основных эффекта. Узнаем, когда они применяются, в каких случаях они подходят, в каких случаях не подходят, и выясним, как они выполняются. Итак, первый основной эффект – это натуральный. Он имитирует принцип роста родных ресниц клиента. То есть в центральной части глаза у нас идет максимальная длина, а внешний и внутренний угол сокращается. Он распахивает глазки и немножечко дает небольшое округление. Соответственно, очень хорошо он подходит на вытянутую форму глаза, на невидимое подвижное веко. На самом деле эффект достаточно универсальный и подходит практически всем, именно потому, что он очень похож на родные натуральные ресницы. И не подойдет он только в тех случаях, если глаза у клиента и так очень круглые и задача стоит нам глазки вытянуть. И давайте посмотрим на схеме, как он выполняется. Для того, чтобы выполнить натуральный эффект, вначале определяемся с максимальной длиной, которая будет стоять в центральной части глаза. Это обычно плюс 1-2 мм к длине родных ресниц. Например, у нас будет основная длина 10 мм. Она будет заполнять примерно треть длины. То есть условно можно разделить для себя визуально веко на 3 равных части. И вот центральная часть это как раз будет наша основная длина. Дальше нужно определиться с минимальной длиной. Для внутренних уголков все просто. Обычно на любом эффекте используется длина 4, 5, 6 мм. Возьмем длину 5 мм. На внешний угол, в зависимости от того, насколько ярко выраженный мы хотим получить эффект, длина должна быть короче, чем 10 мм на 1, 2, 3, 4 или более. Мы будем выполнять плавный вариант, поэтому используем минимальную длину 8 мм для внешнего угла. Ну а теперь нам осталось с вами соединить центр и уголки. Если здесь у нас все 10 мм, здесь все просто. У нас всего лишь одна длина для перехода 9 мм. И заканчиваем мы длиной 8 мм, фактически в длину родных ресниц. На внутреннем уголке все немного сложнее. И здесь мы будем уже делать большую растяжку. Нам нужно от 10 прийти к 5 мм. Поэтому каждой длины мы будем ставить понемножку. 9, 8, 7, 6. И закончим длиной 5 мм. Это базовая вариация исполнения натурального эффекта. В зависимости от того, что мы хотим получить, длины могут быть другие, и места переходов также могут быть другие. Но для начала вы можете ориентироваться на такую схему. Но что же делать, если наша задача не распахнуть и не округлить глаз, а наоборот, создать более вытянутую форму, миндалевидный глазик, эффект стрелки? Ведь это один из самых популярных запросов, с которым клиенты вообще приходят к нам на наращивание. В таком случае мы будем использовать один из удлиняющих эффектов. Это либо лисий эффект, либо беличий эффект. В чем разница между ними? Давайте разберемся по отдельности. Сначала это лисий эффект. Это такой эффект, при котором максимальная длина ресниц ставится на внешний угол глаза, а в центральной части реснички ставятся более короткие. За счет этого глазик сужается и немножко удлиняется. Давайте посмотрим на схеме, каким образом выполняется этот эффект. Существует большое количество способов выполнить лисий эффект, в зависимости от того, хотим его получить более плавным или более натуральным. Я вам покажу простую схему, которая позволит ориентироваться на первом этапе. Итак, делим веко пополам и еще раз пополам. Теперь у нас есть 4 части. Максимальная длина у нас будет в последней четверти. Это плюс 2-3 мм к длине родных ресниц. Например, это 10 мм. Заполняем десяточкой. Но в каждом эффекте самые последние ресницы выполняются ровно в длину родных ресниц. Как правило, это около 6 мм. Соответственно, нам нужно из этой длины 10 мм быстро уйти в длину 6. 9, 8, 7, 6 мм. Дальше все просто. Здесь мы сокращаем длину на 1 мм. Здесь мы сокращаем еще на 1 мм. И на внутреннем уголке, как мы помним, у нас длина будет порядка 5 мм. В последней четверти нам нужно перейти от длины 5 мм к длине 8 мм. Примерно делим поровну. 7, 6 и 5 мм.
Этот эффект подходит тем клиентам, у которых форма глаз изначально округлая и стоит задача вытянуть глазик. Но будьте осторожны с этим эффектом, он имеет большое количество противопоказаний. Например, его нельзя ставить, если глаза у клиента широко посажены или есть узкая форма глаза. И самое главное, ни в коем случае не ставьте лисий эффект, если уголки глаз клиента хотя бы чуть-чуть опущены вниз. Потому что из-за большой длины ресниц на внешних уголках при лисьем эффекте мы получим плачущего печального клиента. По сути, этот эффект безболезненно можно использовать только в тех ситуациях, когда уголки глаз изначально от природы у клиента приподняты к вискам. А что же делать во всех остальных случаях, если клиент все-таки хочет эффект стрелки? В таких случаях используется другой эффект, который не опускает, а наоборот приподнимает уголки глаз, и это беличий эффект. Так же, как и лисий, он удлиняет и вытягивает форму глаза, но не опускает уголок, а приподнимает его, создавая желанную для клиента стрелку. Он идеально подходит клиентам с круглыми глазами, с опущенными уголками глаз, потому что визуально он сможет их приподнять. У клиентов, которые близко посажены глазки, потому что визуально он сможет их немножко расставить. Максимальная длина в беличьем эффекте ставится не на центральную часть глаза, как в натуральном эффекте, не на внешний угол глаза, как при лисьем эффекте, а между ними, во вторую треть глаза. Именно поэтому этот эффект выполнять немножко сложнее. Но если вы знаете схему и строго ей следуете, то все получится. Давайте посмотрим, как нанести разметку на патч, если вы собираетесь сделать этот эффект. Самое сложное в беличьем эффекте научиться определять, где будет максимальная длина. Для начала достаточно научиться делать ее строго между серединой и внешним уголком глаза. Находим середину и находим внешний угол. Точка между ними и будет местом расположения нашей максимальной длины. Соответственно, это плюс 2-3 мм к длине родных ресниц. Используем нашу стандартную длину 10 мм. Чтобы эффект был заметен, сократить на внешний угол длину нужно не менее чем на 3 мм. Соответственно, от 10 минус 3 мм это 7 мм. Здесь мы делаем с вами переход от 10 к 7 мм. 9, 8 и 7 мм. До середины глаза мы будем сокращать длину на 1 мм. Соответственно, здесь будет использована девятка. На внутреннем уголке традиционно используется длина 4-5 мм. Поэтому всю первую половину глаза мы будем делать переход от 9 к 5 мм. 8, 7, 6 и 5 мм. Вот такая схемка у нас получилась. И последний базовый эффект – это кукольный. Его задача – сделать взгляд максимально ярким, максимально заметным. Настолько, насколько вообще позволяет это сделать наращивание ресниц. Поэтому выполняется он, как правило, в наибольших изгибах. Это D-изгиб или CC-изгиб или D+. И хорошо смотрится в одинарном объеме он только если у вашего клиента ресницы очень густые от природы. Если же это обычные среднестатистические ресницы или редкие ресницы, то этот эффект нужно делать только в двойном и более объемах. Он не подходит клиентам, у которых маленькие глаза, на возрастных клиентах, клиентов, у которых есть нависающая кожа века. Но хорошо смотрится кукольный эффект на клиентах, у которых высокие брови и глубокая посадка глаз. Его делать гораздо проще, чем вышеперечисленные эффекты, по причине того, что мест перехода у него очень мало. Практически на весь глаз используется одна и та же длина. Наша задача только сделать переход к внутреннему уголку глаза. И давайте посмотрим на схеме, как мы будем это делать. В кукольном эффекте все просто. Большая часть ресниц выполняется максимальной длиной. Давайте посмотрим, где конкретно эти ресницы должны располагаться. Вот у нас есть зона, в которой растут ресницы. И именно эту зону мы делим сначала пополам, и потом еще раз пополам. И вот есть у нас теперь 4 части. 3 из них мы будем заполнять максимальной длиной. Плюс 3 мм к длине родных ресниц. Например, 12. В самом конце последней части мы помним, что нам нужно сделать переход из максимальной длины в длину родных ресниц. Поэтому мы немножечко не доходим до конца и делаем очень быстрый переход. 11, 10, 9, 8 и 7 мм. Внутренний угол, как мы помним, мы выполняем длиной 4-5 мм. Поэтому первая четверть нам нужна как раз для того, чтобы сделать переход из 12 в 5 мм. И это тоже происходит достаточно быстро. Каждой длины мы ставим немножко. 11, 10, 9, 8, 7, 6 и заканчиваем 5 мм.
Мы с вами разобрали основные эффекты моделирования. Однако надо понимать, что будут получаться они только тогда, когда у вас уже не будет технических проблем с выполнением работы. Правильный отступ, направление, контактные зоны, количество клея, склейки, плавность перехода и другие. Все эти вопросы мы разбираем на курсе «Секреты идеального наращивания» в нашей школе и в онлайн-версии этого курса на специальной платформе, где по каждой теме есть отдельная лекция, после чего выполнение работы на модели и проверка от преподавателя с обратной связью. Если вы хотите улучшить качество своей работы, переходите по ссылке в описании этого видео. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Sunlook, где мы публикуем для вас полезные видео для вашей работы. Меня зовут Александра Гукасян. До новых встреч!